Всем привет! Пока я сейчас нахожусь в Академии Мерипири, и меня окружают белки, птицы, решила записать видео, потому что мы наконец с ребятами узнали всю информацию нашего учителя, почему же был такой интересный опыт физической практики у меня, по крайней мере, в кундалини-йоге, почему она мне помогла и почему помогает именно шоу-пространство, как оно разительно отличается. Потому что не все можно как бы описать всем людям через ощущения, поэтому мы решили спросить. Так вот, в чем заключается разительная разница? Дело в том, что, во-первых, есть крии рыб, есть крии водолея, которые Йоги Бхаджан давал. Изначально это были часто физические крии, да, которые вы, скорее всего, видели в йога-студиях. И к сожалению, этими криями можно как помочь, так и навредить, потому что они не учитывают личные блоки, не работают с исцелением людей. И единственный, кому Йоги Баджан передал знания именно про быстрое исцеление блоков и про вот точечное вот это попадание, которому мы учимся в кундалини-йоге из пространства Сатнам Расаян, это Гурудев. Только он обладал этими знаниями. То есть остальные люди, которые учились с Йоги Баджаном, они могут знать только физические крии, если они дальше не шли за Гурудевом, потому что это был как бы следующий этап глубинного исцеления. И если им было настолько, в общем, они не воспринимали Гурудева и не шли за ним, то они знали только физические крии, и то, возможно, даже не рыб, да, там, в общем, вы понимаете, это немного не то. И почему именно работает и пространство Сатнам Расаян? Потому что обучал этому только Гурудев, и это было особенное пространство тишины, из которой чувствуется тенденция группы, чувствуется тенденция каждого человека, и отсюда идет точное попадание кри, которые реально работают с исцелением. То есть нет такого, что вы уйдете, знаете, у меня был такой опыт, я ходила на физическую йогу, и настолько там переоткрыла вот эту как бы кундалини сверху, потому что она только работает в общем, с энергией внутри тела, но не со всеми телами, как Сатнам Расаян. И я, в общем, там что-то покачала, и мне отказали ноги на несколько дней. После этого в физическую кундалини-йогу я больше не возвращалась делать всякие упражнения, больше ушла в медитацию и нашла своего учителя. Потому что там эффект был и есть всегда. Становится легче, исцеление ощущается. И это просто невероятный подарок, который нам сделал Йоги Баджан, потом Гурудев. И те гуру, которые были до этого, и те гуру и люди, которые передают эти знания Гурудева дальше. Поэтому всем хорошего дня и исцеления, и берегите себя. Мне очень часто говорила, что я невероятно безумно счастливая и удачливая. И это в который раз подтверждается, потому что моя соседка самая ближайшая из людей была к Гурудеву. И он даже, в общем, сделали подарок огромный, благодарность. И сейчас она обучает учителей. И знаете, они вот еще там есть 3 человека, достаточно пожилые, потому что они еще с Йоги Баджаном были. И она тоже, но потом она вот пошла дальше с Гурудевом. И они живут в своем как бы ашраме, в целом комьюнити учителей кундалини-йоги постоянно, еще правильной кундалини-йоги к тому же. То есть это не то, что физическое вот это, и они не переставали практиковать.
им сейчас уже глубоко за 70, а они до сих пор слушают утром и вечером, у них сасана, они слушают мантры. Потому что они уже достаточно взрослые. Представляете, они больше 50 лет ежедневно практикуют их дети, практикуют их внуки. И они живут в таком сообществе, где они так делают вместе с Атманом, где они исцеленные, даже их состояние просто невероятное. Они делают все то же, что мы. Моют полы, ходят по ступенькам, молятся, рано встают, поздно ложатся, вообще не ноют, очень активные, всегда улыбаются. И это, конечно, меня, если честно, поражает. Потому что у них нет ощущений того, что они страдают, что нужно что-то преодолеть, что они недостаточны, что мир недостаточный. Просто вот они в таком нейтральности, тишине и кайфе. И даже уже просто побыть с такими людьми рядом, совершенно по-другому смотришь на мир, на жизнь, и вообще, что вот так еще возможно. Представляете? Я до этого так не ощущала. Я знала, что да, люди там бывает много практикуют, но чтобы так еще с ними общаться и чувствовать их энергию, у меня такого не было. Поэтому у меня даже шаблоны какие-то были, наверное, и они все испарились. Я очень этому рада. Вот, хотела с вами этим поделиться, что бывает еще, по-другому. Можно не сидеть и не страдать, как у меня члены семьи, другие вокруг откладывают все на завтра, все на потом, там сильно переживают, нервные клетки просто умирают, они сидят в блоках, им больно, они все ждут чего-то и страдают. От этого очень больно, если честно. Меня радует, меня сейчас ползет муравей. И очень радостно от того, что бывает по-другому. Если честно, сразу захотелось поехать в Нью-Мексико и остаться в этом сообществе. Потому что, знаете, есть такое чувство, что только с такими людьми, если ты сам идешь как бы к исцелению, то ты можешь найти только там таких же, кто смотрит в одну сторону с тобой, и партнеров, и семью создать здоровую на всех сферах. И я прям преисполнилась от этого ощущения. Не псевдо вот это отлетевшесть эзотерика, а прям заправдошная.